Привет, вы на канале Power Device, здесь мы прокачиваем наши Android телефоны. Сейчас я покажу, как установить вот такие виджеты без особых проблем. Эти иконки и виджеты заимствованы из телефонов Nothing Phone последних версий. Установить их достаточно легко, все это вы сможете кастомизировать на своем телефоне. Все эти виджеты кликабельны и показывают правильную информацию. К примеру, мне очень понравился вот этот виджет от Google. Если я нажимаю сюда, открывается стандартный поиск. А если я нажимаю эту иконку, то открывается Gemini. Кстати, если вы еще не в курсе, как установить Gemini на ваш телефон, все это я уже показывал на своем канале. Если что, ссылку оставлю в описании, как это сделать. Обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы ничего не пропустить и все правильно настроить. Тут нужны некоторые настройки. И также помимо этих виджетов вы сможете установить, например, такие. И это еще далеко не все. Это виджет музыки, вы сможете выбрать то приложение, с которым он будет взаимодействовать, то есть ваш любимый плеер. Это компас, который нужно активировать. Для его деактивации еще раз тапаем по нему. А это крестики-нолики игра, в которую вы сможете сыграть в любое время. Все это также присутствует в Nothing Phone. Плюсом ко всему, если вам нравится стиль от Nothing Phone, то я покажу вам, как установить от этих телефонов клавиатуру. Вот она. Выглядит она следующим образом. Все, о чем я только что сказал, можно установить на современные Android телефоны. Но если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco, то вы сможете установить еще и вот такие иконки. Помимо иконок, чтобы полностью погрузиться в оболочку Nothing OS, я покажу вам еще и вот такой шрифт из данных телефонов. Первое, что вам нужно сделать, это скачать приложение в моем телеграм-канале. Первое приложение называется Nothing Widgets, версия Pro. Ссылку на мой телеграм и конкретно на эти приложения оставлю в описании. Не забудьте подписываться, там я оставляю много полезного и интересного. Для размещения виджетов устанавливаем это приложение себе на смартфон. Вот оно, заходим в него. Даем все разрешения, иначе мы не сможем добавить виджеты, либо они будут некорректно работать. Здесь нажимаем Go It. Перед нами появляются различные категории виджетов, например, зайдем в часы. Добавляем те часы, которые нам понравились. Разрешить добавить виджет. Этот виджет появится на последнем рабочем столе. Здесь все достаточно просто, расскажу некоторые настройки. Например, мы добавляем погоду. Нажимаем на нее. Выбираем нужный виджет. Даем разрешение узнать нашу локацию. Разрешение приложений. Местоположение. Разрешаем в любом режиме. Идем на рабочий стол, открываем шторку, включаем геолокацию на какое-то время. Теперь еще раз нажимаем на виджет с погодой. Погода должна сама обновиться. Теперь геолокацию можно выключить. Если что, эта погода привязана к своему метеоцентру, но когда вы ее нажимаете, открывается та погода, которая у вас на телефоне, по умолчанию. Поэтому здесь может быть одна цифра, а здесь другая. В этом нет ничего страшного. Это разные метеоцентры. Также, если вы будете пользоваться этим виджетом на постоянной основе, советую зайти в приложение, вот в эти настройки. Батарея. И выставить нет ограничений. При этом расход батареи у вас не повысится, не переживайте. Смотрите, я пользуюсь этим приложением уже несколько дней, вчера я его переустанавливал, то есть со вчерашнего дня у меня подъело 2% батареи. И то это потому, что я постоянно захожу в это приложение. Если все настроить и в него не заходить, то заряда будет уходить еще меньше. В общем-то, в остальном, я думаю, вы сами разберетесь. Кстати, в этом приложении еще есть обои, которые также можно установить. Также у вас может быть такой момент, что от этого приложения в шторке могут всплывать вот такие уведомления, например, от компаса, от погоды и так далее. Все это легко решается, опять же удерживаем на приложении, заходим в его настройки, уведомления, идем в самый низ и вот здесь есть категории, от которых могут всплывать сообщения. Просто сюда заходим и отключаем эту галочку. Видите, уведомление сразу пропало. И последний важный момент, смотрите, когда мы удержим на этом приложении, идем все в те же настройки, спускаемся в самый низ, вот здесь будет галочка «Разрешить запрещенные настройки». Такую опцию начали добавлять с Android 14. И если вдруг при добавлении каких-то виджетов или каких-то настроек в этом приложении у вас будет возникать ошибка, доступ ограничен, просто включите эту галочку. Далее переходим к клавиатуре. Как я уже говорил, все это в моем телеграме. Установите это приложение.
Если после установки клавиатура сама у вас не поменялась, тогда вам нужно зайти в расширенные настройки, язык и ввод, текущая клавиатура. Здесь мы можем изменять нашу клавиатуру. Все просто. Также стоит отметить, что при первом запуске клавиатура у вас будет выглядеть так. Для того, чтобы ее настроить, нажимаем вот эту сноску, 3 точки, темы. Здесь выбираем нужную тему. Например, у меня стояла вот эта. Шагаем назад. Чтобы настроить голосовой ввод, нажимаем также 3 точки, настройки, Device Default. Теперь голосовой ввод будет работать. Далее добавляем английский язык, все те же 3 точки, настройки, Language. Русский у нас стоит, нажимаем добавить еще, и вот здесь выбираем английский. Соединенные Штаты, добавить. Пробуем менять язык, удерживаем здесь. Теперь, если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco, мы можем добавить вот такие дополнительные виджеты, а также иконки. Эта тема называется Monochrome UI. Скорее всего, в магазине тем у вас ее не найдет. Нужно скопировать это название и вставить его в Google поиск. При этом в поиске дописываем Monochrome UI Them. Первая строка в поиске. Продвигаемся вниз. Ссылка на официальный магазин тем. У нас откроется приложение и появится эта тема. Именно в ней находится вот этот виджет. Просто нужно зайти в виджеты и здесь его найти. И, конечно, как я говорил ранее, если вы хотите погрузиться полностью в эту оболочку Nothing OS, то вам подойдет вот такой шрифт Minecraft CN. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях здесь, либо в нашем чате телеграм-канала Power Device. Постараемся вам помочь. Подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.